покой Ибрагима пришла Нигяр, чтобы доложить о неподобающем поведении Хюррем. После этого паша поинтересовался, а в курсе ли Хюррем, что ее служанка Гюльнихаль удостоилась чести провести ночь с султаном. Хюррем в это время в своих покоях любуется собой, одеваясь в меха, а служанка мечтает когда-нибудь заиметь такие же. Тут до Хюррем дошли слухи, что в то время, когда она рожала, у султана была новая наложница. Хюррем в ярости. Она пообещала осыпать золотом Гюльнихаль, если та узнает имя этой девушки. Когда же служанка поинтересовалась у госпожи, что будет, если она узнает имя наложницы, Хюррем, не таясь, продемонстрировала, каким образом она избавится от соперницы. Султан явился в покой Ибрагима, чтобы решить кое-какие важные дела. Ибрагим был поражен известием, что Касим-паша ушел на покой. В ответ на это султан сказал, что не будет обсуждать это решение. Но на душе султана все равно остался неприятный осадок, ведь сын Касима, паши, имел наглость любоваться его Хюррем и хотел на ней жениться. Гюльнихаль сказала Нигяр, что Хюррем в ярости от того, что какая-то наложница была на хальвете у султана во время ее родов и требует узнать ее имя. Поэтому Гюльнихаль попросила освободить ее от службы у Хюррем и отправить в другое место. Служанке пришлось соврать Хюррем о том, что она не знает имени новой наложницы султана, но Хюррем не оставляет попыток выяснить правду. Фаворитка изъявила желание прогуляться в своих соболиных мехах по дворцу, но Нигяр делает ей замечание, что сейчас не совсем уместно разгуливать так по дворцу. Хатидже навестила свою мать и узнала, что та активно ищет ей жениха. Тут входит Дае Хатун с сообщением о визите Хюррем и маленьком Шахзаде Мехмеде. Войдя, Хюррем сразу обратила на себя внимание женщин своими мехами. В это время в покое Валиде пришла Махидевран, которая тоже нарядилась в меха. Соперницы снова обменялись язвительными замечаниями. Хюррем пытается убедить Хатидже, что именно Махидевран виновна в ее отравлении, но Хатидже ее успокоила. Хюррем предложила свою помощь ей и Ибрагиму, чтобы устроить им свидание. Гюльфем тайно принесла подарок от Ибрагима для Хатидже. Это пламенное послание и брошь в виде бабочки. Сама Хюррем очень скучает по султану и просит передать ему просьбу о встрече. Но Нигяр не соглашается, так как после родов еще не прошло 40 дней. Ибрагим предложил султану отправиться вместе с ним на верфь, но Сулейман предпочел провести время с Гюльнихаль, которую снова к нему привели. Во время выбора ткани для Хатидже Валиде заметила на груди у дочери красивую брошь и поинтересовалась, откуда она у нее. Тут входит Хюррем и успокоила Валиде, сказав, что это ее подарок. А Сюмбюль тем временем уговаривал Гюльнихаль пойти на свидание к султану. Гюльнихаль пытается отказаться, но евнух смог ее уговорить. Валиде позвала в свои покои Хатидже и советует ей перестать ходить в подругах у Хюррем. Гюльнихаль отправилась к султану, он с нетерпением ждет ее прихода, а Хюррем в это время сидит у себя в одиночестве. Ей приносят Мехмеда, и Хюррем интересуется, где же ее служанка Гюльнихаль. Услышав, что ее увел Сюмбюль, Хюррем заподозрила неладное. Султан, довольный встречей с Гюльнихаль, отпускает ее на ночь, полость меха, подарив мех. А Хюррем в это время сопоставила все факты о своей служанке и поняла, что та, имя которой она пытается узнать, и есть сама Гюльнихаль. Когда наложница с накидкой из меха вернулась в комнату, там на нее накинулась Хюррем с обвинениями, но Гюльнихаль не отвечала на вопросы Хюррем, и та начала ее сбивать. Поднялся шум, на помощь прибежала Нигяр, Сюмбюль и Дае. Они оттащили Хюррем и увели с собой избитую девушку. Валиде явилась в покое Хюррем и принялась отчитывать ее за недостойное поведение. Ударив девушку, Валиде сообщила, что после этого она точно заберет у нее Мехмеда, но Хюррем на коленях вымаливает прощение. Хатидже пришла к подруге, чтобы поблагодарить за подаренную брошь. Валиде в это время находится у султана и сообщает ему, что она подобрала идеального кандидата в мужья Хатидже. Это сын Пери-паши. Султан дал обещание подумать над этим. Хюррем решила подарить султану подарок и попросила Хатидже составить ей компанию в походе на рынок.
Там они увидели мастера, который продавал зеркала. Хюррем выбрала самое красивое и купила его для султана. Там же на прилавке стояли несколько красивых стеклянных бутылечков. Хюррем задумчиво перебирала их руками, но хозяин лавки предупредил ее, чтобы она не прикасалась к ним, так как внутри находится отрава. Хюррем тайком украла одну бутылочку и спрятала в одежде. Гюльнихаль рыдает в комнате, обвиняя во всех своих бедах Сюмбюля, а Хюррем, вернувшись с рынка, нанесла украденный яд на мех Гюльнихаль и через Нигер попросила отнести той в знак того, что Хюррем больше не сердится. Когда к Хюррем пришел султан, она подарила ему свой подарок, а Гюльнихаль обрадовалась, что Хюррем больше не злится на нее, одела на себя отравленный мех и легла спать. Ночью она проснулась от ужасной боли, на ее лице и шее вздулись страшные волдыри. Сулейман провел эту ночь с Хюррем, и она попросила у него еще одного сына, сказав, что она его любит. Султан тоже признался ей в своих чувствах. В это время они слышат крик Гюльнихаль, и султан хотел пойти проверить, в чем дело, но Хюррем не захотела его отпускать. Когда к Гюльнихаль пришла лекарь, то девушка узнала, что ее мех был отравлен. Хатидже в это время сидит на улице, идет снег. Но девушка не хочет зайти в тепло, она хочет умереть. Султан спит рядом с Хюррем, а вот к ней сон не идет. Хатидже простудилась, и Гюльфем заботится о ней. Дае стала ругать Нигер из-за того проклятого меха, но та отвечает, что всего лишь передала его вместе с извинениями от Хюррем. Дае Хатун предупредила Нигер, чтобы та ни единой души об этом не говорила, и сообщила об этом Валиде. В это время Хюррем приснилась ее убитая мать. Она стала высказывать дочери, что та забыла о мести, и теперь ее руки обогрены кровью невинных и испачканы ядом. Хюррем проснулась в слезах, и султан ее успокаивает. Утром султан отправился заниматься делами, но постоянно думал о Хюррем и написал для нее стихи. Валиде сообщила о том, что Хатидже заболела. Нигер пришла к Хюррем и стала высказывать той, зачем она втянула ее в свои интриги и отравила Гюльнихаль. Потом Нигер ушла. Сюмбюль же доложил о происшествии Ибрагиму, и тот сразу понял, кто виновен в этом. Султан отправился навестить больную сестру, а Хюррем отправилась к Гюльнихаль. Айше попыталась пристыдить ее за недостойное поведение, а Хюррем тихо шепнула на ухо своей подруге, что с таким лицом ей уж никогда не стать госпожой. А в коридоре она встретилась с Валиде и Дае. Они попытались поругать ее за то, как она поступила с Гюльнихаль, но Хюррем все отрицает. Потом Хюррем попросила разрешения навестить больную Хатидже. Придя к ней, Хюррем стала обтирать подругу снегом, чтобы сбить жар. Махидевран не может промолчать и подначивает Хюррем, говоря, что лучше бы она отправилась помочь отравленной Гюльнихаль. В ответ на это Хюррем колко ей отвечает, что по части яда Махидевран даст ей фору. Хатидже бредит и случайно назвала Ибрагима своим любимым, а Махидевран это услышала. У Хюррем все-таки забрали Мехмеда, потому как подозревали в отравлении меха для Гюльнихаль, и была вероятность, что яд мог проникнуть в молоко Хюррем. Хюррем разрыдалась от горя. Друзья, вы знаете, что сейчас очень тяжелое время для всех. Но сложнее всегда было детям, не простым детям, а особенным, тем, которые остались одни со своей бедой. У них не у всех есть родители, которые могли бы помочь. Но чужих детей не бывает. Мы просим всех вас помочь таким деткам и подарить им надежду на жизнь. Каждое даяние благо, будь то 20 или 30 рублей. Для вас это незначительная сумма, а для детей – надежда. В этом благотворительном деле нам помогает благотворительный фонд «Международный орден милосердия», который опекает особенных детей. Всю информацию и ссылки на донат вы найдете в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Там вы сможете увидеть отчеты, куда уходят все средства. Спасибо вам за ваше добро.